Давайте мы посмотрим Бытие, глава 12, стих 2. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». То есть, получается, это слово, наверное, хоть раз кто-то когда-то слышал, потому что часто проповедующие, они делают акцент на то, что когда-то Господь, Он заключил договор с Авраамом. Давайте я вам просто еще хочу прочитать ее в другом переводе. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением». Тут написано о том, что ты будешь благословением. То есть Бог, Он когда говорит, Он просто не ошибается ни в одном слове. Он говорит, ты будешь благословением. То есть не через тебя пойдут благословения, не ты, не от тебя, не для тебя. А вот Он говорит, ты как объект будешь благословением. Говорит Он Аврааму. Ну а как же тогда мне, живущему в 21 веке, еще и в этой стране, как мне это все соединить? И что мы видим? Если мы посмотрим Галатам 3 глава, 29 стих, «А если вы принадлежите Христу, то тогда и вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания». Смотрите, какая интересная вещь. Писание говорит нам, если мы принадлежим Христу, то то, что заключил договор Бог с Авраамом в Ветхом Завете тысячелетиями назад, оно действенно. То есть пролонгация договора дошла до 21 века. То есть мы здесь сидящие включены в этот договор. Еще раз. А если вы принадлежите Христу, то тогда вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания. Вообще это мощно. Оказывается, и сейчас этот договор действует, который Бог заключил с Авраамом, и мы вписаны в этот договор. Мы являемся частью этого договора. Тогда, внимание, давайте тогда посмотрим, что за договор-то вообще был-то. А в договоре написано, еще раз, в Бытие, 12 глава, он говорит, «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением». Ты будешь благословением. То есть ты будешь объектом, предметом этого благословения. Представьте такой момент. Бог говорит о том, что не через тебя, а вот все мы здесь сидящие, мы благословение. Что это означает? Что вот мы сейчас сидим, и мы являемся благословением Божьим. Бог это в договоре прописал. То есть куда бы ты ни зашел, ты благословение для того места, куда ты приходишь. Заходим мы на работу, заходим мы в магазин, мы являемся благословением для этого места. Мы несем туда благословение. Духовное благословение, видимое благословение, незримое, невидимое благословение. Но мы являемся этим благословением. Почему? Потому что это прописано в договоре. Это сказал Господь. То есть, мы как-то с женой иногда проходим, когда в какие-то там торговые центры, магазинчик, и что-нибудь там останавливаемся, смотрим, а потом она говорит, смотри, люди набегают. И я думал, почему? Сразу маркетинг включаю, когда люди, два нас уже, а если еще с детьми, образуется толпа, и люди думают, что что-то здесь продают хорошее, и люди так набегают. Я вот всему прилагал, наверное, земные объяснения ситуации. Но если мы сейчас смотрим на эту ситуацию с точки зрения договора, который был заключен с Авраамом и с нами, то мы, получается, благословение. Мы заходим туда, мы благословляем это место. На нас мощная такое, как это сказать, привилегия. Представьте, куда бы мы ни пошли, мы благословление. Мы благословение. Мы часть этого Божьего проекта. И, конечно, я вот когда тоже читал и думал, какое я благословение, Господи. То есть, как это вообще? Наверное, каждый из нас знает, что свои грешки, да, в кавычках, так скажем.
И если мы посмотрим на Писание еще раз, когда Господь говорил эти слова, подписывал договор, и, кстати, я еще 3 стих хочу прочитать, там более такая расширенная версия этого завета, обещания. В 3 стихе написано: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть, что это означает? Бог дал нам огромную какую-то защиту. То есть Он говорит, что даже те, которые будут желать тебе зла, они от этого зла, оно тебе не причинит никакое зло, оно просто от тебя там отрикошетит и причинит зло тому, кто желает это зло. Злословящих тебя прокляну, благословятся в тебе все племена и народы. В 3 стихе. И дальше мы видим о том, что Авраам в послушании, он что, берет своих домочадцев и идет, и с ним Лот. Это 4, 5 стихи. Но мы видим то, что он получил благословение, он заключил договор, да? Бог пришел и заключил договор с ним, и он идет в путь. Но во время этого пути мы видим его падение. То есть был голод, и он решил пойти в Египет. И дальше он что? Он забоялся, он говорит своей жене: слушай, ты так красиво выглядишь, ну я не знаю, какие там, как там в таком возрасте женщина. Если Аврааму 75 лет, супруги, наверное, тоже, она была такая красивая, что он сказал: давай соврем, обманем, ты скажешь, что ты не моя жена, а ты моя сестра, потому что меня могут убить. Согрешил, да, грех там сделал. Ну и потом мы знаем, да, что он не дождался и что сделал? Измаил появился через служанку Агарь. И в то же время мы помним контекст такой, что Бог заключил договор, и ты вроде такой на подъеме, да, что я благословение, а все равно жизнь показывает, что ты идешь, и где-то ты спотыкаешься. Я хочу сказать, что когда Бог заключает с тобой договор, когда Он тебе проговаривает какую-то мысль или цель, говорит, это не означает, что автоматически из твоей жизни уходят все трудности. Что автоматически твоя жизнь становится такой гладкой, что ли, без слез и страданий. Что поменялось? Поменялось то, что Бог теперь в договоре с тобой. Бог теперь именно в сотрудничестве с тобой идет. Но трудности остаются. И дальше мы видим такой интересный еще раз момент. Давайте еще раз, чтобы мы могли осознать это. Я благословение. Бог говорит, ты благословение. Бог повышает нашу самооценку. Возможно, мы можем смотреть и говорить, какое я благословение, да? У меня того нет, этого нет. Особенно наш земной мир, он материально все оценивает. Но Бог говорит, нет, ты благословение. Почему? Потому что ты во Христе, и ты являешься сонаследником Авраама. Ты благословение. А благословение это не только лишь материальное. Вы знаете, благословение это само по себе это духовная сила. Еще раз, благословение, когда он говорит, это есть духовная сила. То есть внутри каждого из нас есть духовная сила. Возможно, на взгляд земной мы ничем не отличаемся от кого-то. То есть мы не являемся, я не знаю, какими-то влиятельными, мощными людьми на уровне там, президентов, чиновников, либо еще каких-то специалистов в какой-то сфере. Но для Бога мы влиятельные. Для Бога каждый, кто здесь находится, кто здесь в этой комнате, он влиятельный. Почему? Потому что он говорит, ты благословен, то есть получается, ты духовная сила. И к чему ты не прикоснешься, там будет благословение. Давайте вот такое понимание, да, чтобы у нас было осознание, вот просто представим, я благословение. То есть, возможно, до сего момента мы думали, да что там, столько грехов, столько падений, столько, может быть, стыдных моментов в прошлом. Какое я благословение? Нет, Бог говорит, ты благословение. В тебе благословятся все народы. И Он говорит, да, о том, что через тебя будут великие дела проходить. Смотрите, еще раз хочу сказать такой момент, что Бог, когда в Ветхом Завете говорил, и для меня это просто Ветхий Завет, но Бог живет вне времени.
Мы же знаем, что для Бога нет времени. И когда Он смотрит на сегодняшнюю эпоху, на эпоху, которая проходила в те годы, мы являемся в едином каком-то пространстве. Сила слов Божьих, она едина. Как Бог тогда Аврааму говорил, что ты есть благословение, то и сейчас Он говорит каждому из нас. Главное, нам нужно понимать и осознать это. И в фокусе вот этого благословения давайте еще посмотрим такой стих, это Иова 22 глава. 22 глава, 28 стих. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Аминь. То есть смотрите, когда мы сейчас теперь осознаем, пусть это осознание, возможно, вы придете домой и подумаете, что там было сказано, но я желаю, чтобы вот в течение этой недели утром вставайте, вечером перед сном засыпая, говорите: «Я благословение, я благословение». Давайте будем провозглашать: «Я благословение». Я благословение. Почему благословение? Потому что Бог так сказал. Просыпайтесь и говорите: «Я благословение». Я благословение для своего мужа, для своей жены, для своих детей. Я благословение. Куда мы идем? Говорим: «Я благословение». Я благословение. И знаете, это все меняет наше сознание, ментальность нашу меняет, когда мы понимаем, что я благословение. То, что мы сейчас прочитали, написано, да, такое: «Как ты задумаешь, так и сбудется, и на пути твоем воссияет свет». Это новый русский перевод, того, что мы прочитали. То есть ты теперь благословение, живи теперь в свободе, не в земных каких-то стесненных условиях. Особенно мы, как, наверное, иммигранты, находящиеся в этой стране, мы немножко, так может быть, стесненно как-то себя чувствуем, да, от незнания языка, возможно, каких-то традиций, там, ценностей, глубины не понимаем, да, что происходит. Но Бог говорит: ты благословение, теперь ты в свободе, ты живи, наслаждайся этой свободой. И что Он говорит? Вот что ты задумаешь, то и сбудется. Почему? Потому что во Христе мы подписаны в договоре с Богом во Христе. Теперь Бог, Он говорит, что все, что ты хочешь, то будет. В 27-м там написано: «Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». Я просто сегодня хочу призвать каждому, кто здесь находится, чтобы мы поняли такую вещь, чтобы мы первое, благословение, и второе, Бог призывает нам к свободе, к мечтам нашим, к действиям нашим. Потому что наша жизнь, она не жизнь как борьба, да, здесь, для того, чтобы выживать. Наш враг, он хочет сместить наш фокус именно на земные какие-то проблемы, на трудности. Там, дает нам боли физические, может быть, эмоциональные, для того, чтобы мы просто взгляд свой на землю опускали. Но Бог, Он, смотря на всех нас, Он говорит: ты благословение, живи критерием неба. Мечтай, двигайся, заражай счастьем. Я раньше, вот, когда уверовал только, и мне в церкви говорили: все, теперь тебе нужно там молиться много, там, поститься, евангелизировать. И вот я подходил и евангелизировал, тянул там людей в церковь. Конечно, возможно, это один из моментов хороших, да, там, элементов евангелизации. Но через годы своего, наверное, хождения с Богом, я понял, что самая лучшая евангелизация — это когда ты заражаешь людей не законом, не правилами, а счастьем. Когда ты счастлив внутри, и ты когда свободен этим, когда ты счастлив в отношениях с близкими людьми, с супругами, когда ты счастлив в отношениях с родственниками, там, с детьми. И это, наверное, лучшая евангелизация, лучший метод евангелизации, когда ты просто счастлив. И ты заражаешь этим счастьем. Еще такую вещь хочу сказать, да. Раньше я тоже боялся, когда вот только вот думал об этом. Вначале, когда мы ходим в церковь, там, старшие наши братья, пастора, они говорят: аккуратно, там, в ересь не упади, там, еще слишком. То есть они ограничивают свободу. Слишком будешь много мечтать, ты так намечтаешься, в ересь уйдешь, там, или еще что-то. Но я понял одну вещь. Вы знаете, что счастливый человек, он не может быть злым человеком. Счастливый человек, он не может приносить боль другому человеку.
Это потому что счастье – это природа Бога. Мы же знаем в Галатам, да, там, когда написано о плодах Духа Святого, когда там нежность, милость, там, долготерпение, там, любовь, все внутри человека этого, и он просто по определению, ну не может он коварство какое-то замышлять, да, какую-то ненависть, да, потому что он счастлив. Конечно, когда нету счастья, ты уже начинаешь смотреть там, с обиды, от обиды злоба возникает, потом от злобы что там может, там, какая-то злые дела, ненависть, там еще какая-то возникает. Но Бог, Он говорит, да, о счастье. Поэтому давайте мы сегодня будем размышлять над этим больше. Что вот этот Ветхий Завет, Бытие 12 глава, это не старая какая-то книга. Представьте, это новая, она сейчас. Бог, Он сейчас подписал ее, Он говорит, ты благословение, ты инструмент. Воспрянь, ты инструмент. Я, знаете, раньше думал, чтобы мы же на земле этой живем, и чтобы на земле нужно как-то земными методами. Мы же все земными методами, да, действуем. Вот посмотрите в церквях, вне церкви, внутри церкви. Все люди смотрят на одежку. Поговорки даже есть, там, на внешний какой-то антураж. Они смотрят. Но я просто смотрю, что среди нас нету подростков, все, наверное, уже 30+, да, все мы уже практически испытали, что такое жизнь. И мы понимаем, что иногда финансы, не всегда является, защитой от каких-то эмоциональных волнений сердца. То есть иногда то, что у тебя много денег, это не означает, что ты полностью счастлив. Что счастье, оно как-то такая субстанция, она не зависит от материальных ценностей. Еще раз, да, говорю, прочитаю точнее. Он говорит, я возвеличу твое имя. И ты будешь благословением. Просто посмотрите, как Бог обещает. Возвеличу твое имя. После нас, на самом деле, только имя и останется. Все финансы, все наследство, все разойдется, раздербанится, останется только имя. Великое такое имя. Почему? Потому что Бог его поднимает. И потом он говорит, ты благословение. У меня вот тоже раньше было такое. Я вот когда смотрел, приехал сюда и 2 года назад, да, приехали мы сюда. Я смотрю, как наши русскоязычные, там, большая часть корейцев я видел, да, как они на заводах пашут, по 8, некоторые 12 часов. И у меня такие мысли, как бы сделать такое, я не знаю, встречи, говорить им, да, о том, что есть там предпринимательство, есть там еще какие-то моменты, где можно меньше, наверное, работать, но больше уделять время семье. Сразу за земное схватился. И только потом, через год, наверное, я понял, что это не то. Человек, если он в голове не поменяется, если он не откроет свою голову для счастья, он постоянно будет, он просто завод поменяет на офис. Просто. Он просто одну зарплату поменяет на другую зарплату, а в голове у него будет та же темница. Он не будет счастлив. Вот это я осознал. Да? В голове нужно поменять. В голове, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были свободны, чтобы мы осознавали, что я благословение. Что бы я ни захотел, Бог, Он все это сделает. Вы знаете, я очень долго шел к тому, что 25 лет я в Иисусе Христе, и, наверное, последнее время я только осознавать начинаю, что как же я ценен для Бога, как каждый из вас, присутствующих, ценен для Бога. Что Бог, Он готов прям всех ангелов просто вот так вот выстроить, чтобы защитить каждого из нас. Неважно от того, какой социальный статус мы имеем, в каком месте мы работаем, или вообще в каком месте мы живем, неважно. Бог, Он смотрит только на наше сердце. В сердце, которым сияет Христос, Сын, которого Он отдал. И эта вся вселенная, и наверное, таким молодежным сленгом скажу, вся эта суета, она сделана для каждого из нас присутствующих. Я не обобщаю в целом для каждого. Да? Кто здесь присутствует, для него все это сделано.
все творение, вся природа, вся красота, она вся для Него. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем наслаждаться. Дьявол, он хочет, чтобы мы, приехали с наших стран, да, в капитализм жесткий. И все, и он нас загнал в какой-то конвейер, где мы бежим по этой жизни, прорываемся, разрушаем, возможно, где-то какие-то отношения, мосты сжигаем, либо раним своими стрессами друг друга, близких причем раним. Бог, Он сегодня напоминает, неважно, где ты живешь, неважно, в какой стране ты живешь, важно то, что я заключил с тобой договор, важно то, что я подписал и сказал, что ты благословен, и я возвеличу это. Еще важно то, что в Иове 22-28, что ты задумал, то сбудется. То, что ты задумал, то сбудется. Почему? Потому что ты драгоценный ребенок мой. То есть ты не какой-то там двоюродный или сирота, ты мой драгоценный ребенок. Иисуса Христа я отдал за тебя. Поэтому давайте с этой мыслью просто проживать эту неделю. Да? Как ДЗ. Утром, вечером встали, я благословение. Я благословение. Я драгоценность Бога. Я для Бога драгоценность. Я Его самый лучший ребенок, творение. Давайте помолимся. Давайте сейчас просто закройте глаза и осознайте, что мир крутится вокруг меня. То есть там вокруг каждого, я не знаю, там поименно, там вокруг Юры, вокруг Сергея, вокруг там, я не знаю, Игоря, там что-то мужские, вокруг Ани, Тани, да, что я центр. Иисус умер за меня, не за какие-то там народы, Он за меня пролил. Отец, спасибо тебе за то, что за меня ты двигаешь всю землю. Отец, спасибо, что для меня встает солнце и садится это солнце. Спасибо. Отец, спасибо, что сегодня ты говоришь, что я для тебя ценность. Что ты захотел заключить со мной завет, обещание, сказал, что твое имя будет возвеличено, и ты благословенен. Спасибо. Спасибо, что сейчас оно действует, что это не какая-то историческая книга, а реальность. Что мы живем в реальности Божьей. Отец, спасибо тебе. Отец, спасибо тебе. Иисус, спасибо. Дух Святой, спасибо. Спасибо, что мы для вас самая-самая драгоценность. Дай нам теперь ходить с этим пониманием, с этим титулом, что мы царственное священство, что мы твои дети, что я твой драгоценный ребенок. Никто не может обижать меня. Никто не имеет права обижать меня, игнорировать, оскорблять, причинять боль мне. Почему? Потому что сам Бог смотрит на меня и любуется мной. Отец, спасибо тебе. Да, спасибо. Во имя Иисуса Христа воздаем эту молитву. Аминь.